Есть в мире интересные места, на которые не продают экскурсионные туры. К ним влечет опасность, необычность и тайна. Озеро Натрон – одно из них. Это соленое озеро, расположенное на границе Кении и Танзании, между вулканическими холмами и глубокими кратерами, в самой низкой точке рифтовой долины, на высоте 600 метров над уровнем моря, и является самым щелочным водоемом в мире. Озеро мелководное, его глубина не превышает 3 метров, но температура может достигать 40–60 градусов. Растительность по берегам очень скудная. Из-за высокой температуры воды, высокого и переменчивого содержания соли в озере почти нет никакой фауны. Исключение составляют микроорганизмы, беспозвоночные и даже рыбы. На мелководье, где ниже концентрация соли, водится щелочная тилапия. Рыбаки за считанные минуты забрасывают сети и запрыгивают в лодки, так как вода сильно обжигает и разъедает кожу. Натрон часто называют Красным озером. Во время сезона засухи наблюдается очень высокая интенсивность испарения воды, и концентрация соли возрастает до такой степени, что в ней начинают процветать микроорганизмы цианобактерии, любящие соль и фотосинтезирующие пигмент, окрашивающий воду в красный цвет. Щелочная кора соли, находящаяся на поверхности озера, также часто окрашена в красный или розовый цвет. В связи с этим озеро Натрон прославилось жутким феноменом. При контакте с водой животные мгновенно погибают, а их безжизненные тела обрастают минералами и превращаются в мумии. Местные жители и туристы нередко могут видеть окаменевших птиц и зверей, угодивших в ловушку озера. Всемирно известный фотограф Ник Брандт, увидев мумифицированные тела птиц по берегам озера, создал серию уникальнейших кадров. Вид этих животных очень красноречиво напоминает, что жизнь быстротечна, а погибшие смогли вернуться к жизни, пускай лишь на фото. Впрочем, не всем живым созданиям вода озера грозит гибелью. 2,5 миллиона малых фламинго живут одной большой группой в Восточной Африке, специально прилетают сюда, чтобы гнездиться на соляных островках Натрона, образующихся из-за испарения воды в сезон засухи. Поскольку гнезда окружены смертельными водами, никаким хищникам не удастся до них добраться. Фламинго питаются рачками и спирулиной, живущими в озере, поэтому перья у птиц красновато-розоватого оттенка. Есть две версии названия этого странного танзанийского озера. Самая распространенная из них, что его прозвали Натроном из-за содержащегося в нем огромном количестве одноименного минерала. По второй версии, озеро получило свое имя из-за цвета воды, поскольку Натрон переводится как «красный». Климат в районе местоположения озера суровый. Здесь жарко, часто очень сухой воздух и пыль, что не очень-то способствует туристическим поездкам. Но тем, кто все-таки отважится совершить путешествие к озеру Натрон, в награду достаются самые потрясающие виды, которые только можно встретить в Танзании. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.